Друзья, всем добрый день! Я знаю, что многие уже ждали давно этого видео. Сегодня я вам покажу, как посадить огурчики на ранний урожай. У меня сегодня 2 апреля. Я, если честно, припозднилась с посадкой, потому что в прошлом году я посадила их 1 апреля. Что у нас сейчас на улице во Владивостоке, где я живу? Вы часто спрашиваете, поэтому я всегда стараюсь упоминать. Смотрите видео внимательно. Если что, у меня стоит геотег на каждом видео, где написано город Владивосток. На улице у нас сейчас невысокая температура, +8. Это вот в самый жаркий пик, так скажем. Но у нас на этой неделе уже не будет минусовых температур, то есть самый минимум это будет 0 градусов, поэтому ночью. Поэтому я считаю, что уже в самый раз посадить, даже если у вас небольшие минусовые температуры, я покажу, как это делается. В прошлом году у меня эти огурцы прекрасно перенесли все, и уже в мае, в середине, у меня был урожай огурчиков. Значит, сажать я их буду уже проверенным способом, ничего придумывать больше не буду. Уже получается 3-й год, в этот раз 4-й год я уже высаживаю эти огурцы на ранний урожай таким способом. Про кабачки я буду рассказывать в следующем видео, поэтому не забудьте нажать на колокольчик обязательно и подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Тогда, если для вас важен ранний урожай и кабачков, и огурцов, при том, что не нужно ничего таскать, как многие пишут, я сегодня все подробно расскажу и отвечу при этом на все вопросы и комментарии, которые пишут под предыдущими видео, поэтому я уже знаю, что могут написать и что спросить зрители этого видео. Также пишите, если у вас уже получалось сажать такие сроки вместе со мной, кто давно со мной на канале. Я буду очень рада, если у вас получился положительный результат вместе со мной. Итак, давайте сначала начну с того, что таким образом, я прошу прощения, я буду в очках, потому что солнце очень ярко, иначе я буду вот такая вся сощуренная бесконечно. Хотя в очках, конечно, не очень красиво быть на видео, но тем не менее. Давайте сначала о том, что выращивать достаточно просто таким способом. Почему я выращиваю в мешках огурцы? Потому что это очень ранний урожай. В своем регионе я не смогу посадить или даже посеять огурцы очень рано, чтобы получить в мае урожай, кроме как таким способом. В мешках. Мешки использую. Можете использовать любые мешки. Можно из-под мусора, плотные и так далее. В них обязательно нужно сделать отверстия. Внизу дренажные. Я сейчас расскажу потом обо всех способах вот этого выращивания. Я использую мешки из-под грунта. Ой, посмотрите, вот такие мешки. Это у меня 25-литровый мешок, рядом 50-литровый мешок. Из-под грунта агрикола. Значит, я его использую уже весь срок в одном и том же мешке. То есть целлофан не крошится, несмотря на то, что у нас в Владивостоке достаточно много солнца. Они у меня зимуют, эти мешки, прямо здесь, наполнены органикой. Чем наполняю? С осени наполняю скошенной травой и всем, что есть. Только не пищевыми, пожалуйста, отходами, потому что на пищевые отходы идут мыши. Они там могут завестись в этих мешках. Листвой из леса, вот у нас лесополоса рядом, какая-то листва. Вот все, что убираю с клумб, все у меня идет в эти мешки. Ну, скошенная трава, естественно. Сказала, что если, значит, в мешках из-под грунта уже есть перфорация для того, чтобы грунт этот дышал. Поэтому можете дополнительное отверстие не делать, если вы возьмете такие же мешки. Можно также использовать мешки от питания, от корма для животных. Если у вас кошка или собака, и вы в больших объемах покупаете корм для животных, можно использовать его. Можно использовать любые мешки. Из-под удобрения конское бывает, продают тоже в таких больших пакетах. В общем, здесь уже ваша фантазия.
Конечно же, можно высаживать и в ящики с перфорацией, как я делаю с кабачками. Когда посмотрите видео с кабачками, также можете сделать и с огурцами. У меня эти мешки будут стоять все лето вот здесь при входе в теплицу. Мне так удобно, потому что здесь вот они подвязаны, я их формирую, они проветриваются. По поводу ухода тоже буду обязательно все рассказывать. Смотрите, говорят, что и в этой теплице у меня растут вместе огурцы, помидоры и перцы. Говорят, что разные условия полива, ухода, что они не могут уживаться вместе. Все прекрасно растет. И хочу сказать, что все эти культуры, они любят свежий воздух, любят проветривание. Поэтому застоят, да, огурцы любят больший полив, большую влажность. Но это не значит, что они должны задыхаться в каком-то тумане или влажном воздухе. Нет, они также любят, чтобы они хорошо проветривались, чтобы была разряженная посадка у них была между огурцами. Тогда они меньше болеют и лучше себя чувствуют. Поставила здесь эти мешки. Все, больше я их не трогаю весь период выращивания. Единственное, что я потом подсыпаю немножко удобрения, и все, они прекрасно у меня растут. Как формирую их, тоже обязательно расскажу. Не нужно их никуда таскать. Здесь им достаточно прохладно. Говорят, что значит, у кого-то также выращивали, было очень жарко. Я свою теплицу летом обязательно затеняю вот с этой стороны, где у меня солнышко, потому что выгорает и огурцы, и помидоры, все выгорает. Поэтому с южной стороны, вот с этой, где у меня сюда смотрит солнце, то есть солнце у нас проходит вот таким образом по этой стороне. Поэтому здесь затеняю тонким спанбондом. Изнутри прям. Потом буду все показывать. Так вот, мешки никуда таскать не надо. Почему-то мне многие пишут, что вот таскаться с этими мешками. Вот они у меня так перезимовали, ничего с ними. Это вот я ногтями просто порвала, поднимала. Они легкие. Пока вы их не польете, они будут легкие, потому что там легкая органика. Сверху немножко грунта мы насыпем. Сейчас посадим, и я все покажу, как укрывать, как правильно поливать и так далее. Второй еще вариант, что можно сделать. Если, например, у вас нет таких больших мешков или еще чего-то, вы можете поставить, потом просто разрезать дно. Как это делать? То есть ставите на грядку, например, разрезаете дно, и у вас начинает огурец расти дальше в грядку. Что нам дают эти мешки? Мешки быстрее прогреваются, и вы раньше можете посадить туда рассаду. Кстати, в этом году мне дали прекрасные советы, что можно выращивать на ранний урожай и картошечку также. Я в следующем году обязательно запасусь заранее семенным картофелем или семенами картофеля. И обязательно сделаю ранние посадки в ящике картошки. Спасибо большое моим зрителям, что вы даете ценные, полезные советы. Я ими тоже буду очень рада воспользоваться. Если у вас, например, сейчас есть место, потом вам это место понадобится, или вы захотите перенести мешки в другое место, вы можете это легко сделать. Просто перед тем, как вы выносите мешки, хотите перенести их, не поливайте их пару дней. Да, огурчик немножко повянет, но потом вы вынесете в то место, куда вам надо, и уже польете, и он опять свои ушки поднимет, и все будет нормально. Я имею в виду, если вы потом захотите вынести эти мешки из теплицы, куда-то поставить в любое место, когда потеплеет на улице, где у вас будут они расти на постоянной основе. Я справляюсь сама, никто мне их не носит. Поэтому в этом смысле я считаю, что это очень такой полезный способ. Значит, что у меня здесь? Как вы видите, здесь всякая разная органика, которую я собирала. Она сейчас сухая, поэтому мешок такой легкий, я его легко смогла поднять. Эту органику нам сейчас нужно с вами будет пролить. Я, знаете, часть вытащу или сделаю, мне нужно оставить органику для того, чтобы сверху огурчик, грунт прикрыть. После посадки вот этого огурца я обязательно мульчирую. Для этого можно использовать старую, прошлогоднюю мульчу. Я ее показывала в прошлом видео, где вот рассаду высаживала в ящики капусты. У меня на грядках, все грядки у меня закрыты с осени прошлогодней травой, скошенной с газона. И как раз ее можно использовать для мульчирования, если у вас еще
Ну, понятно, у нас еще ни у кого не выросла новая трава, поэтому, пожалуйста, зачем мульчируем? Дело в том, что сейчас нам нужно сохранять только влажность грунта, стараться часто не поливать растения, потому что все-таки холодная атмосфера, чтобы огурец, как и кабачок, не стояли, так скажем, в воде в сильно влажном грунте. Иначе у нас могут прицепиться любые грибковые заболевания из-за того, что холодная атмосфера. Вокруг воздух мы-то создадим теплый, в принципе, а вот из-за того, что мы поливаем, все равно грунт будет там, где он влажный, ночью остывать, и таким образом может быть не очень хорошо. Поэтому, чтобы влага не испарялась из грунта, и нам не приходилось часто поливать новой водой это растение, я его сверху закрываю вот этой мульчей, и мульча будет спасать от высыхания. Какие сорта использую? Значит, в этом году у меня эксперимент. Обычно какие сорта я люблю? Я люблю по названиям Маша, Герман, Кураж. Это мои любимые сорта в выращивании. Что касается вот маленьких огурчиков, салатные огурцы люблю. Огурец Солтис, это самый мой любимый, этот семена партнер. В этом году у меня эксперимент с огурчиками уральской фирмы. Я уже их показывала неоднократно. Значит, вы можете взять любые свои любимые огурцы, но для получения раннего урожая я вам рекомендую, конечно, брать партенокарпические, то есть те, которые не требуют опыления. Какое у нас здесь опыление? Или вам придется ходить и каждый цветочек опылять. Вы знаете, что в этом смысле я не люблю лишней работы, поэтому чем меньше работы, тем больше мы отдыхаем и получаем удовольствие от нашей дачи. Итак, партенокарпические. Лучше брать те, которые, обычно это написано с другой стороны упаковки, которые не образуют длинных побегов пасынков и с более короткими междоузлями. Естественно, ранние, то есть это 35-40 дней до плодоношения. Так как здесь у нас холодно, то, естественно, до плодоношения пройдет немножко больше времени, чем указано на упаковке. На упаковке указан срок, когда у вас температура 25-28 градусов. Здесь растения будут развиваться медленнее, но ничего страшного, все равно к 20 мая мы получим с вами первый урожай. Это будут сначала 1-2 огурчика, потом все больше. Больше. Это очень радостно и очень приятно, поверьте мне, вместо пластмассовых огурцов из супермаркета. Так вот, еще очень важно, я беру с пучковым типом цветения, то есть когда в одном междоузле образуется 2-3 и больше огурчиков. Бывают там прям большие такие гроздья, но здесь берите уже все, что доступно в вашем регионе. Партенокарпические, лучше брать гибриды, они более устойчивы к разным температурным изменениям, к болезням. И брать пучкового типа цветения, преимущественно женского типа цветения, чтобы у вас не было мужских цветов. Все это тормозит развитие огурца. Убирать никакие первые, вторые завязи мы не будем, мне кажется, совершенно глупым выращивать огурец на ранний урожай и убирать первые плоды. Первые плоды, они самые для нас ожидаемые. Я никогда их не убираю, и при этом огурцы прекрасно развиваются. Рассказываю вам о своем опыте. Итак, давайте сейчас перейдем. Значит, смотрите, вот эти огурчики я посеяла 24 апреля. Сегодня у нас 24, прошу прощения, марта. Сегодня у нас 2 апреля. Вот я считаю, что вот это вот самый идеальный размер рассады, который нужно высаживать. Если вы новичок и боитесь еще делать рассаду, выращивать огурца и кабачков, возьмите стаканчики со съемным дном. Я хочу сказать, что многие рассказывают о том, что ой, как сложно вырастить рассаду огурца, нужно не повредить корень и так далее. Я всегда удивляюсь, мы же не футбол будем играть вот этими огурцами. Что тут сложного? Просто не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой берете и пересаживаете. Ничего абсолютно сложного здесь нет. Я выращиваю. И вот в таких обычных стаканчиках просто нужно обжать. Я сейчас покажу без всяких
мудрствований. Ну вот если вы первый раз и боитесь, возьмите с выдвижным дном, вообще очень все легко. Значит, считайте, что неделю этой рассаде, у нее начал появляться первый листочек, это у нас армада, армада и то Аполлон. И вот это вот у нас Аполлон. Тоже, видите, выдвигается первый листочек. У нее не будет слишком развитой такой большой корневой системы, потому что еще маленький росточек. Вот так. Нажимаете немножко на дно. Все. Давайте покажу вам корневую систему. Что тут можно повредить? Вот, видите? Так, корешки. Вот корешок торчит. Мы его аккуратненько поставим, и все будет с ним хорошо. Перед пересадкой желательно полить, чтобы корневой ком, земляной ком не разваливался. Вот и все. Потом снимаете и переставляете уже в приготовленный грунт. Как переставить, я тоже сейчас покажу. Вот, обратно одеваю. И вот у вас... Заполняйте стаканчик, как сеять. Заполняйте стаканчик землей, поливаете, немножко утрамбовываете и кладете семечко. Сверху немножко присыпаю землей. Я никогда на сантиметр не хороню семена, они у меня всегда практически на поверхности, так, чтобы только они чувствовали объятие вот этого влажного грунта. Если у вас нет выдвижного дна, просто вот так переворачиваете, немножко обжимаете. Вот, пожалуйста, вот вам корешки. Ничего мы с вами абсолютно не повредим. Все будет в целости и сохранности. Что тут можно повредить, если делать все спокойно и медленно. Теперь, как приготовить грунт? Я понимаю, что сейчас многие мне могут написать, что много болтовни, но есть важные моменты, без которых как раз потом вы пишете: у меня не получилось. Вот не получилось у тех, кто пишет потом, что много болтовни и всего. Какие-то важные моменты, вот как даже вытащить, но есть молодые начинающие огородники, которым важно знать, как вытащить вот этот вот огурец, и что будет, если вот так вот обжать и вот достать. Вот это вот и будет. Я поэтому показываю, чтобы все это видели и не боялись простых вещей. Теперь давайте с грунтом. Значит, грунт я взяла просто с грядки, с теплицы. Никакой он у меня не покупной. И сейчас покажу. И еще купила сегодня Organic Mix. Я уже показывала и в прошлом году. Это никакая не реклама. Не рекламирую. Купила сама в Leroy Merlin. Не могла долго его купить. Думала уже, что прекратили производство. Но сегодня нашла. Вот с этим Organic Mix, который для огурцов, у меня одной пачки, так как я сажаю немного, хватает на 2-3 года даже. Давайте покажу. Вот этот мешок. Я пока его заворачиваю, чтобы мне было удобно. Удобнее, так скажем. Сейчас я вот эту вот сухую мульчу, сухую органику, я немножечко пролью, чтобы она была влажная. Эта органика, она очень влагоемкая, и это прекрасно, потому что нам опять же не придется долго поливать наши растения. Ну и будет давать, естественно, питание, потому что я буду поливать и микробиологическими препаратами. Все это будет компостироваться, и это будет то самое питание для наших огурчиков. И нам не придется каждую неделю делать какие-то подкормки. Сейчас хочу акцентировать ваше внимание еще раз на нескольких моментах. Нужно обязательно добавить какое-то комплексное удобрение для овощей, либо для огурцов, каким вы пользуетесь, потому что этот мешок мы заряжаем надолго. Второе. Ну вот у меня Organic Mix, вы можете добавить любое другое, каким вы пользуетесь. Второе. Полив растения. Полив нужно осуществлять таким образом, чтобы вода не касалась растения, стволика растения. То есть я сейчас вам покажу, как я буду поливать вокруг. Я делаю как бы немножко бороздку вокруг, а огурчик находится на возвышенности. Таким образом, чтобы вода не касалась растений. Я уже говорила, что это способствует грибковым заболеваниям.
Дальше я обкладываю мульчей, как уже говорила, и обязательно сверху ставлю вот такую обрезанную бутылку. Бутылка не новая, она мутная, это хорошо. Листочки рассады не сгорят на солнышке. И второе, обязательно должна быть открытая пробка, чтобы при сильном нагревании горячий воздух мог выходить оттуда. Дальше сверху я еще накидываю вот такой спанбонд, и все, ждем урожая.